Приветствую всех! Снова я на зимней рыбалке. Прошло 5 дней с того момента, как я был последний раз в этом месте. И я снова здесь. Сегодня 21 марта. Скажу, что по сравнению с прошлой весной, я в прошлом году закончил рыбалку 18 марта. Это было, и лед был уже достаточно тонкий. 18 марта я последний раз вышел на лед и больше уже не выходил. Сегодня 21 число, и вы видели, какой толстый лед я бурил. У меня уходил вот до сюда, метр. Понятно, что там сам лед где-то толщина, вот так вот, сантиметров 30. А тут уже все снег был сверху. Но, тем не менее, рыбачить еще можно. 21 число сегодня. Я пришел к острову Судачий на те самые лунки, где я не в прошлый раз, а в позапрошлый. Не 15, а 12. Я вот здесь, в этой лунке, достал судака и берша. Вот моя отметка. И 5 дней назад я тоже рыбачил. Нашел вот все свои следы. Здесь 11 метров. Вот здесь вот у меня стоял пакет с рыбой, водой наполненный. Сегодня тоже придется то же самое делать, потому что, как вы видите, на небе не облачко. Солнце опять-таки жарит. Но скажу, что из-за того, что в прошлый раз я рыбачил в одной футболке, сильно простыл и сильно болел, я вам скажу. Пришлось даже ходить к врачу. Вот, сегодня я решил ни за что не снимать куртку. У меня здесь такая простая рубашка. Но куртку я сегодня снимать, постараюсь не снимать вообще. И шарфом замотал шею. Потому что, повторяю, серьезно я заболел. У меня был ангина была с горла. Так, что, сегодня планы какие? Я сейчас пока здесь встану. Время 10 часов, опускаю удочки. Опять-таки, опять около меня этот товарищ. Он в прошлый раз был. Сейчас посмотрю в бинокль. Достает, что ли, рыбу? Пока я тут болтаю, с вами общаюсь, он. А, нет. Ой, так у него даже не тюлька, он с ратлином ходит. Нет, Вася. Да, он опускает ратлин. Там даже он даже не подсаживает на ратлин. Вряд ли у него что возьмет. Тюлька обязательно. В общем, здесь посижу до 12. Вот где эта лунка-то? Вот она. Вот с этой лунки я поднял берша и судака. Я ее разбурил, но за 5 дней она там внутри запримерзла. Я как бы ее пробурил, но края все равно во льду. Я решил новую пробурить, потому что снова есть риск поводок зацепится за лед. Поэтому я пробурил новую, вот буквально рядом. Сейчас здесь опять-таки поставлю удочки. Вот тут 11 метров, здесь я и поймал. И там вот метров 10 поставлю удочку. Там метров 10 поставлю удочку. И до 12 часов посижу здесь. Я думаю, что клюнет. Вот. А после обеда посмотрим. Я пока шел, посмотрел в бинокль. Там на том месте, да, где 15-го поймал 3 бершей, где палки воткнуты, там сидят 3 человека. Приблизительно, может, там чуть левее, чуть правее, вот в том районе они сидят. После обеда, может быть, сходим туда. Пока не знаю. Была мысль еще сходить вот где заливчик, к моему месту. Вот. Снег на острове еще не сошел. Лавка со столом, я думаю, все еще под снегом, поэтому туда смысла ходить нет. Хотя в бинокль посмотрел, следы от снегохода уже присутствуют. Въезд на остров, кто-то заезжал. Так, ладно, все. Расчехляюсь, расставляю удочки. Я думаю, до 12, поклевочки будут. 1-2, я думаю, я подниму. Хотя, кто его знает. Посмотрим. Так что, как только первая рыбка будет поднята, я снова включусь. Он поднимает ратлин. Тоже, что за рыбалка? Он ходит, я в бинокль наблюдал. Опустил ратлин, минуту посидел, нету, перешел. Опустил, минуту посидел, перешел. Я так тоже рыбачил, да? Он там на брюсах, помните? Целый день ходил. Искать рыбу нет. Вон он снова переходит, сюда идет. Это такой вариант, он иногда работает, иногда не работает. Вот в тот день, когда я рыбачил, у меня есть видео, да, это на Брюсово. Я вот так же ходил с ратлином, перехаживал. Я в тот день, наверное, с 50 лунок набурил.
ну, по-моему, поймал там одну-две штучки. Ну, как бы способ, он иногда работает, иногда не работает. Нужно иногда ходить, а иногда нужно сидеть. Ну, вот он снова перешел, снова бурит. Ну, я думаю, ничего не будет у него, так это не работает. Все, опускаю удочки, и как только первая поклевочка, я вам ее покажу. Так, ну что же, прошло уже чуть больше часа, как я здесь нахожусь. Поклевок не было. Я поставил 3 удочки. Здесь у меня что-то вроде около 11 метров. Чуть ближе к берегу на 10 метров удочку поставил. И я нашел глубокую яму, да, я не мог ее найти. Нашел я глубокую яму, 14 метров там. Там поставил еще одну удочку. То есть у меня сейчас 3 удочки стоит. 3 удочки стоит, пока поклевок не было. Мужик ушел, теперь я могу рассказать. Увидели, сидел тут рядышком со мной. Я специально так включил камеру. На 6 метрах. Вон там, ну сколько он там, 5 лунок, наверное, пробурил. 6 метров, на 6 метрах сидел. Прям рядом со мной. У него эхолот с эхолотом и удочка с ратлин, ну вот как у меня. Где-то 12 сантиметров и 2 тройничка. Ну, как мой ратлин, такой же. Сидел, сейчас скажу сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 метров. Вот его лунка. В 20 метрах от меня уселся. Я еще сижу, думаю, блин, лишь бы у меня не клюнуло. Потому что, ну, клюнет у меня, он сразу ко мне. Так, солнышко спряталось за облака, можно очки поменять. Ходит с с эхолотом. Говорит, ну, если в течение часа не клюнуло, можно уходить. Ну, он ушел. Посидел минут, ну, наверное, с полчаса он тут посидел. 1, 2, 3, 4, 5 лунок пробурявил с эхолотом. Говорит, вот тоже польза эхолота, ну, толку от этого эхолота. Говорит, подъемы были, наверное, маленький бёрш. Ну, и что эта информация дает? Что подъемы были? Не клюет же, ну и что? Были, не были? Что за подъемы там? Что, какая рыба была? Говорит, подъемы были, наверное, маленький бёрш, но убегает, не клюет. Ну, я так про себя думаю, еще бы он у тебя клюнул. У него ратлин 12 сантиметров. Ну, так, издалека я толком не видел, но видно, что такой крупненький болтается, 12-14 сантиметров. Какой там мелкий бёрш возьмет он такой здоровый ратлин? Так он еще и тюльку уже не подсаживает, у него тюльки нет. Просто голая железка, голый ратлин. Я поэтому, кстати, когда рыбачу, вот в таких местах, не на русле, где течения нет, я предпочитаю ставить не ратлина, а балансир, потому что на крупный ратлин маленький бёрш не возьмет, а большей частью именно маленькие берши-то и берут. Крупных тут нету. Ну, как крупных, я имею в виду там за килограмм. Сейчас покажу. Так неудивительно, что у него маленький бёрш убегает. Еще бы он взял. Ну, во-первых, непонятно, кто там, да. Эхолот же не показывает.
подъемы были, ну и толку, что подъемы были, что эта информация дает, что подъемы были. Вот у него, по-моему, вот такой вот, 12 сантиметров. Вот. У меня на него ни разу не клевало. А на балансир он поменьше. И тройничок поменьше. Вот на балансир даже маленькие берши брали. Так что я предпочитаю, я и этот вешал. Повторюсь, на этот ни разу поклевок не было. На балансир ловил. Так что вот такие дела. Некоторые рыбаки меня пытались убедить в надобности этого эхолота. Ну, вон человек с эхолотом. И что? Как ему это помогает? Мне вот эта информация, да, подъемы, не подъемы, есть подъемы, там нету подъема, есть там что или нету, она мне, вообще ничего не даст. Она даже скорее будет вредна для меня. Потому что если там ничего не будет, я буду думать, что рыбы нет, ну и что, сидеть грустно. А тут все-таки какая-то интрига. Я не знаю, есть там рыба или нету. Ну, подозреваю, что раз не клюет, тут два варианта. Первый вариант — это рыбы нет, а второй вариант — просто погода, она сытая и берет. И всегда есть интрига, потому что рыба же может подойти, ну и что, вот сейчас ее нету. И сидеть вот так в эхолот смотреть неинтересно мне, например. Сейчас ее нету, вот он тут посидел, ушел. А я не удивлюсь, вот сейчас вот минут через 15, сколько я до 12 посижу, раз и вклюнет. Она может клюнуть здесь, вот там может клюнуть. Вот в любой момент вот сижу, нету рыбы. А в любой момент может совершиться поклевка. И я вытащу рыбу. А он ушел. Поэтому в эхолоте вообще смысла не вижу. Кстати, давайте, раз уж я камеру включил, достану, посмотрю, а есть ли там наживка. Потому что пока я там уходил туда, рыба могла подойти и наживку снять. Сейчас проверим. Я периодически где-то раз в полчаса поднимаю, проверяю. Лишним оно не бывает. Нет, наживка на месте. Вот этот поводок мне, конечно, не совсем нравится, как я его сделал. Наверное, надо будет его перевязать. Вроде бы сделал по уму, но он как-то цепляется. Я его сделал, размеры можно менять. Там петелька такая, можно увеличить поводок, можно уменьшить его. На течение увеличить, где течения нет, уменьшить. Утром, когда шел, думал, хоть бы солнца не было днем. И погода меня услышала, солнышко спряталось, сейчас очки поменяю, потому что в этих очках темновато. Сразу день, а то как ночью сидишь. Погода хорошая. Мне не холодно и не жарко. Я думал одеть свитер. Свитер не стал одевать, вполне нормально. Вот шарфом бороду укрыл. Такой легонький ветерок, где-то 2 метра в секунду, 1-2 метра в секунду. Не жарко. Хорошо, в прошлый раз жарко было. Сейчас даже если рыбу поймаю, можно воду не наливать в букет. Она и так полежит. Нету жары. Ветерок такой обдувает, и солнышко вот спряталось хорошо. Так, ну что, ладно. Я просто хотел что-то такое. Иногда задевает там облет, там снег. Кажется, что поклевка. Я думаю, он сейчас уйдет. Не будет клевать, он не будет сидеть ничего. Так, я пока сижу. У меня до 12, до часу. Потом видно будет.
что же, есть первый улов. Клюнул бёрш 12-15. Вон на той лунке. Сейчас я его покажу. Вот он. Живой. Ну, 25-30 сантиметров. Такой бёрш. Сильный. Убрал пока его в тень. Убрал пока в тень, не знаю, наливать пакет с водой или нет. Солнце жарит, опять оно вышло. Ну, уже давно на небе ни одного облачка нету. Причем получилось интересно. Я переставил одну удочку вон туда, унес. Поклевок вообще нету. Одну удочку унес, ну, наверное, метров 100, сейчас покажу. И пробурил там еще одну лунку. Думаю, сейчас вот эту удочку перенесу. Ну, и как она бывает обычно, да? Я перед тем, как поднимать, ну, минутку посижу, играю. Ну, подошел, думаю, сейчас буду поднимать. И сижу. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Хорошо клюнул, уверенно. Прям повис на поводке. Не без удара. Но хорошо. Не пришлось выуживать. Я даже его не подсекал. То есть я играл, у меня кивок бумк. Я думаю, что такое? Начал опять тяжесть чувствую. То есть даже без подсечки он уже хорошо сел. Без подсечки хорошо сел, уверенно клюнул этот бёршик. Вот на той удочке глубина 13,5 метров где-то. Ну, я его вот за санки положил. Я не знаю, наливать воду, не наливать в пакет. Я просто собирался уже уходить. В тени пусть пока лежит. Может, в снег закопать. Я собирался уже, ну, думаю, сейчас перенесу вот эту удочку и где-то около часа пойду туда на Волгу схожу. Потому что глухо, поклевок нет. Ну и как оно, видите, бывает. Только ты собираешься уходить, бам, он клюнул. Так что это дело такое. Тут и холод не поможет. Есть, нету подъем. Ну чё, вот стоит удочка. Она тут стоит, я ее поставил в 10 утра. В 10 утра я ее поставил. Поклевка на ней была 12-15. Через 2 часа 15 минут рыба на нее клюнула. Причем не настоящую, я подошел, поиграл. Так что я не знаю, есть ли смысл вот ходить, переходить. Ну вот мне просто скучно, я пошел там пробурил, сейчас перенесу туда-сюда. Только как бы, ну, что скучно сидеть. А практической пользы, ну, я особо не вижу. Вот она стояла здесь 2 часа 15 минут, видите, не было поклевки. Казалось бы, ну, что ждать, что сидеть? Ну, не клюет же. Переноси удочку. Обычно так рассуждают рыбаки. Вот, ну и я так рассуждаю тоже. То есть, если стоит долго удочка на одном месте и не клюет, я бурю в другом месте лунку, переношу ее. Вон там удочку уже я перенес вот отсюда. Вот эта удочка тоже так же стоит, я сейчас ее тоже буду переносить. Ну, как бы по логике, да? Ну, не клюет же, что удочку держать. А вот, видите, через 2 часа 15 минут. Она 2 часа 15 минут стояла, без всяких поклевок. Но потом клюнула. Так что это дело такое. Она, рыба подошла, возила. Ну, там я уже лунку пробурил, так что все равно перенесу. Наверное, я не эту перенесу, вон ту перенесу. Потому что здесь все-таки я поймал. Кто его знает. Может снова подойти. Вон. Это не снегоход, это судно на воздушной подушке идет. Причем настоящую не берет. То есть, если просто она стоит, нет. Вот нужно именно вот поиграть вот так вот. Подошел, играл. Она уп. Говорю, даже не пришлось подсекать. Сам повис. Так что дело такое. Удача. Повезет, не повезет. Тут как бы нету такого понятия, что типа там мастерство, я не знаю. Ну, я так думаю. Может, я ошибаюсь, но
А мужик ушел, мужика нету. Он там сидел, там, все, видите, его уже нету. Он ушел. А сидел бы где-нибудь здесь, кто знает, вдруг бы у него клюнуло. Так что вот такие дела. Ну что, я пока уходить не буду, раз клюнуло. Просто я не знаю, опускать ли, набирать ли пакет в воду. Я тут не хотел оставаться до самого вечера. Все-таки думал куда-нибудь переместиться. Или туда на Волгу сходить, или все-таки сходить вот в мой заливчик, где я рыбачил. Я хотел туда, в заливчик, наверное, сходить. Поэтому я, наверное, не буду сейчас этого берша опускать. Снегом притоплю его здесь. И в тенечке. Пусть он лежит. Ну, раз клюнуло, что, ладно, тогда до 2 здесь побуду. Побуду до 2, потом все-таки, наверное, в сторону заливчика бы я сходил. А может, здесь не знаю пока не знаю. Так что вот так, ребятки, улов первый есть, 1 берш. Посмотрим, может быть, клюнет еще. Ну вот, история повторилась. В 12-15 взял на той удочке 1 берш, этот взял 12:35. Через 20 минут. Вот на этой удочке. Этот поменьше. Ну, хотя я бы не сказал, что поменьше. Ну, может, чуть-чуть. На пару сантиметров. Вот такой вот бершик. Вот на этой удочке взял. Я его сейчас к тому отнесу. Я же сказал, да, ну, что вот сейчас я эту удочку перенесу вон там, где лунка. И опять поигрываю, думаю, сейчас пойду отнесу. Перенесу удочку. И бам, снова повис. Я этого прикопал. Снегу. Сейчас этого тоже, наверное, прикопаю. Так, у меня телефон. Смотрите, что интересное я обнаружил. Сел кушать. А смотрите. Я не знаю, видно или не видно, но, наверное, будет видно. Какой-то маленький жучок. Букашка, смотрите, ползет по снегу. И у меня вопрос, откуда он взялся на снегу. Не из лунки же вылез. Видите, с усиками. Кругом снег. Травы даже на берегу еще нет. Деревья ближайшие, ну, до ближайших деревьев там, не знаю, метров, ну, много. Короче, откуда он взялся? Вот такой букашка. Правда. Не знаю, откуда он ползает, откуда он приполз. Не было ведь его. Вот сейчас я пришел к этой лунке покушать. Смотрю, ползет рядом с лункой. Странно. Откуда он взялся, вообще не знаю. Так, ну что, у меня пока не клюет, я сел кушать. Время 1:30. Пока никуда не ухожу, здесь, на этом же месте. Там он удочку поставил на 14 метрах. Покушаю, посмотрим. Не знаю, есть смысл, нет смысла уходить. Думаю, 4-ю удочку еще может поставить. Подъехали на снегоходе тут. Не знаю, тоже, может, бинокль увидели, что я доставал. Подъехали, стали. В общем, пока не клюет. Букашечка поползла. 1:30. Еще до темноты полно времени. Так что рыбачу. Так, ну что, еще одна рыбка, которую я поймал. Сейчас подходили люди, ну, с берега. Прогуливались. Молодой человек и родители. Просто гуляют. Побеседовали с ними. Они тут до острова и назад. Время сейчас 2 часа 10 минут. Ну, где-то 15 минут назад они как раз только ушли. И вот на той удочке, которая на 13 метрах стоит, где я одного берша поднял, тоже подошел и тук-тук-тук-тук, бам.
Это мой рекорд в этом году. Это бёрш. И по весу он больше килограмма, я думаю. Дома надо взвесить, конечно. Вот такой вот бёрш. Он у меня в лунку еле пролез. Топорщит вот эти вот. И весь изогнулся. Вот такой вот бёршик. Сантиметров 40. И по весу где-то, ну, около килограмма, я думаю. Вот такой вот. Тяжело его вытаскивал. Опять застрял. И я думаю, ну, наверное, опять поводок. Он на поводок, кстати, взял. И думаю, опять, наверное, сейчас застрянет. Опускаю. Тяну никак. Опускаю. Тяну никак. Опускаю. Ну, где-то минуты 3 я возился. Думаю, ну, наверное, это все. Опять поводок об лед застукнулся. Думаю, ну, сейчас пойду за этим багром. Думаю, дай-ка еще разок попробую. Опять опускаю, поднимаю, опускаю, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, пошло, и чух, я его достал. Он там изгибается и в лунку не пролазит. Вот так вот получилось. Но я его достал. Ну вот для сравнения, моя ложка, да, вот смотрите. Вот такой вот бёршик. Сейчас тоже его отнесу, те прикопаны у меня. Надо его будет отнести, тоже его прикопать. Вот здесь вот у меня они прикопаны. Хороший бёршик. И повторюсь, это мой рекорд. Это самый крупный бёрш. Даже я вам скажу, что это мой рекорд, наверное, за последние 3 сезона. Потому что, да, судаков побольше я ловил, но бершей больше я не ловил. И он, по-моему, с икрой у него, смотрите, пузо как, брюхо как это, ну. Брюхо торчит. Поэтому он, наверное, с икрой. Так, ну что, продолжаю рыбачить. Время 2 часа. У меня уже 3 берша. Это хороший, я считаю, показатель. С учетом того, что последний килограмм, а то и больше. Вот так идет рыбалка. Погода тоже радует, потому что солнышко ушло. Я уже одел нормальные очки. И уже не жарко. Было жарковато немножко, но уже не жарко. Вот он на эту удочку взял. Здесь 13 метров. Периодически прохожу, подергиваю. И у меня небольшая проблемка нарастает. У меня осталось 2 тюльки. Тюлька из-за того, что она не замерзшая, она начинает раскисать. Вот, видите? Она раскисает, и на крючок тяжело насаживать. У меня там осталось 2 рыбки. Поэтому я хотел 4-ю удочку поставить, но, видимо, уже не буду. 3. Потому что там 2 рыбки осталось. Если что-то опять у меня клюнет, надо будет вот с этих рыбок что-то мастачить. Потому что, говорю, 2 рыбки осталось. Больше нет. Там вон удочку тоже уже переместил. 14 метров. Я почему люблю на глубине рыбачить? Потому что на мели, ну, не берет. Вот сколько я, 3 сезона, а всегда на глубине берет. Больше 10 метров, чтобы было. Вот здесь вот сейчас 14. Вот здесь взяло. Ну, где-то между 13 и 13,5 где-то здесь. В общем, вот такие дела. Продолжаю рыбачить. Ну, вы видели, какого берша, да, я достал? Это радостно, потому что это рекорд, говорю, за последние 3 зимы, что я здесь рыбачу. Вот чем мне нравится остров Судачи, здесь ловится крупная рыба.
и судаки, и берши. Там вот на Брюсово, около водозабора, ну таких больших я не ловил. Мелочь. А здесь вот такие вот крупные берши. У меня еще время есть. До 5, до полшестого я буду здесь. Так что, если еще что-то поймаю, берш или судак, я это продемонстрирую. Так, ну что же, буду сегодня заканчивать. Время уже полшестого. Ну вот как последний раз я в 2 часа дня поднял вот этого большого берша, с тех пор не клевало. Я перемещался тут, я никуда не стал ходить, на этом же месте сидел. Ну, я имею в виду, переместил там вот удочки на 8 метров поставил, потом вон там у меня удочка на 15 метрах стоит, вон та дальняя. Так вот перемещался, ну все, вот в этом же месте рыбачил. И с 2 часов, вот сейчас полшестого, больше ни одной поклевки не было. Тут на снегоходах сидели, уехали уже давно, то есть я тут сейчас один. Так что я подведу итоги. У меня сейчас 3 удочки стоит. Я вот сейчас видеоролик, видеофрагмент снимаю, поднимаю удочки и на берег иду. Вот. Но перед тем, как поднимать, буду играть. Если клюнет рыба, то я ее, ну, снова вам покажу, продемонстрирую. А так подведу итог сегодняшней рыбалки. 3 берша. Как в прошлый раз я поймал там на Волге 3 бершей, да? Видеоролик вы видели, называется «Берши на Волге». Сегодня тоже берши, ну, правда, не на Волге, а около острова Судачий. Здесь, ну, как бы тоже Волга, просто здесь такой вот пролив, затон, что ли, за островом. Вот они, берши. И вот этот берш я показывал, да, ну вот он самый большой, почти, наверное, 40 сантиметров. И, по-моему, он с икрой, потому что брюхо как-то полное. И 2 вот таких маленьких. Вот такой итог рыбалки 21 марта 2026 года. К вечеру, кстати, стало подмораживать. Руки начали мерзнуть. Ну, где-то -1, может, вот так где-то. Лед толстый. До конца марта точно буду ходить. И, возможно, еще даже и апрель чуть-чуть захвачу. Через неделю, может меньше, в это же время, в это же место, то есть я приеду, никуда, ну, рыба ловится, что мне искать, какие места. В прошлый раз 3 штуки поймал, вот сейчас 3 штуки поймал, вполне нормально, что. Вот, так что приеду сюда же, ну или может вот в свой заливчик схожу. Я все жду, когда на острове снег растает, чтобы там табличку прибить. Но пока сугроб, несмотря на то, что днем плюс, ночью-то пока -1, -2. И вон, видите, он не тает особенно, снег-то. Все, благодарю за внимание. Вот такая сегодня рыбалка была успешная, в ходе которой я поймал самого крупного берша в этом сезоне. Ну, я думаю, он, наверное, и крупнее всех бершей, которые я ловил в прошлом году и в позапрошлом. Почти как судак. Домой приду, взвешу, мне кажется, он за килограмм будет, около килограмма. Все, традиционно видео загружу в YouTube на свой канал, также в Дзен, ВКонтакте и на сайте сделаю фотографии и подробное повествование сегодняшней рыбалки, можно будет почитать там все это, посмотреть. Ну и где-то через дней 5-6, я думаю, снова сюда приеду, потому что пока погода позволяет, пока зима не хочет уходить, буду ездить, буду рыбачить. Все, благодарю за внимание, и дней через 5-6 снова на этом же месте я буду рыбачить. Всем пока.